14 августа, 5 часов утра. Солнце уже светит, вот, через кусты пробивается. В комарином месте ночевали. Под тентом комарья набилась. Аккуратненько снимаем. Ветра нет. Штиль. Обзора нет. Довольствуемся тем, что есть. Во! Это титановая фляга. И причем не пустая титановая фляга. Это мне Олег подарил на день рождения. Пер все это время, месяц пер не пустую титановую флягу и подарил мне на день рождения. У меня сегодня день рождения. Спасибо тебе, Евгеньевич. Днем рождения. Спасибо, друг. А праздничный обед у нас жареная картошка Завтра. с 2 маслятами. Знали бы вы, что эти маслята заменяют? Вчера вообще полностью по аналогии с Котуем. Мы тогда на Котуе тоже приплыли, думали что-нибудь такое мелкое поймать, помельче, блесну поставили и это, хорюсков ловить. Взял таймень, и, ну, естественно, ушел с этой мелкой блесны. Тут сейчас точно так же было. Вчера, перед тем, как на стоянку встать, с Олегом, думаю, какую-то окушка там или что-нибудь, сишка поймать. Поставили мелкие блесенки, я вообще поставил 3 серебристую. Ну и это, естественно, взял таймень. Я думаю, все, не отпущу. Мы уже потерпевшие, голодные. Думаю, все, не отпущу. И он ушел. Так обидно. И мы, короче, голодные здесь. Нашли 2 масленка, размочили нашу сушеную картошку и пожарили. Получилось неплохо, кстати. Только грибов мало было. Новые вкусы приветствуются. Да, новые вкусы. Я думаю, что нет, таймень был бы получше. Ну, а что фантазировать? Нет уже его. Отплыли. Особо долго сегодня не собирались, не раскачивались. Потому что готовить было нечего. Надо какую-то рыбу поймать. Сейчас будем кидать. Место похожее на такое, как где вот таймень вчера клюнул. Глубокая яма со струей глубокой. Вот там выходит сюда. Олегу щука села. Где у тебя чалка? А куда тебя тут чалить-то? Вот к этой траве? А где щука-то? Отцеплять от коряги? Там еще, да она там намотала несколько раз. Подожди, Олег. О, сама выскочила. Ну мы же ее не отпускаем, есть-то нечего. Щука у нас есть на обед. Да, и на ужин. Хотим ее приготовить, но справа вот эта жидкая грязь, на берег не выйти. Слева обрывы. Дошли до устья реки Лаганчи.
Тут наконец-то камни начались. А так все это земляное было. А вот эта речка, судя по спутнику, вообще вся красивая, вся вот такая, с каменными берегами, порогами. Камни вот эти есть. Что это? Ну это как на Котуе были. Это то, на чем покоится все вот это вот плата Путарана. Основание базальтовой толщи. Пересчитали, сколько миллионов лет? По годовым кольцам. Кто-то там был. Еще раз. Так вот. Что-то есть. Кто такой? Кто-то сильный. Кто такой? Таймишонок, что ли? Ух ты какой, а! Таймень! Ох ты красавец! Свечка, ага. Только у меня опять четверочка там. Опа, ушел. Красивая речка. К сожалению, времени нет ее изучить поподробнее, порыбачить. Хариуса мы так и не видели. Один таймень ушел, сорвался. Об камни он, через камни переваливался и об камни перепилил плетенку. Не поднимай меня сильно, я упаду.
Фу, получилось десантироваться и не утонуть в этой жиже. Собрались кофе попить. Встали на конечности острова. Еле преодолели препятствие это в виде и грязи. Олег, давай продемонстрируем вязкость. Постоишь там 2 минуты. Грязь птичками истоптанная. Птичкам-то хорошо, бегают по ней. Там более-менее вот где сухое. Вот здесь вот ходишь. Нормально еще. Вот тут уже начинает проваливаться. А там вот где надо выгружаться с лодки, там вообще сразу по колено. Ну а где травка еще можно причалить? О чем не начну сегодня думать, что не начну рассказывать, все равно мысли, ах, таймень ушел. Опять. Но я подумал, ну и хорошо, что ушел. Потому что мы с Олегом слишком голодные в этот раз, чтобы его отпускать. Скорее всего, мы бы его не отпустили, если бы я его вытащил. Так что пусть живет. Дошли мы до порогов. Главный порог через 5 километров, а тут несколько ступеней, то ли шивер, то ли порогов. Отсюда смотришь, полы приличные там. Это из камня сделано? Какие-то холмы, волны из камня. И встали мы на ночь на этом пороге. До плановой точки большого порога Арон нам еще 5 километров. Мы решили, что там неизвестно, какое место для стоянки. А здесь такие плиты ровненькие, удобные, живописные. Мы решили здесь встать. Сейчас кипятили, палатку поставили. Погода великолепная. Готовить сейчас будем щуку, которую Олег поймал. Мы от нее уже отъели четверть.
На обеде пожарили хвост. Остальное оставили на котлеты. Котлеты на щук. Под надкусом. Опять делаем котлеты. Ничего поделать не можем. Мы рыбаки, котлетоеды. Сухое молоко. Соль. А у нас черный перец же есть? Остался? Черный перец. О, ничего себе. Вот вкуснее. Вот это ты порог не глядя собирался проходить. Не глядя. Ну как ты сказал, я же не планировал это проходить. А, кстати, я на Копчере когда летал, проход там есть, можно пройти Не. правый край, там ну, метров 10 от берега от того. Так его и на Там спутнике- просто слив такой, так с его и небольшими на- волнами. Его и на спутнике видно. Ну я как бы вот это прикинь, надо переплыть всю реку или сразу заранее, или Не, как. сейчас-то уже поздняк. Что-то не хочется купаться вообще. Была бы вода тепленькая, ну или гидрокостюм одел и веселись тут себе, туда-сюда катайся, совершенствуй навык. Олег, а если кускус добавить в панировку? Я сейчас пару котлет последних добавлю в этот кускуса. Посмотрим, что получится. Красавицы котлетки. Котлеты уже дожариваются. В сыром виде вон 2 штучки на бревнах осталось. А это наш праздничный стол. Кускус, котлетки, фляга подарочная.
Ничего себе. Ведерочко воды, еще одно. Сегодня у нас вообще предполагается дневка, но мы вот внутри этой дневки переезжаем на новое место ночевки. Сейчас 4 километра пройдем и встанем опять на ночь. В общем, переезжаем поближе к главному порогу. Арон. Проходить его не будем, обнесем. Он даже на фотографиях со спутника ужасно выглядит. Живьем, наверное, вообще кошмар. Вот и дошли до порога. Вон там его створ. Ну, дальше пешком. Что, пойдем посмотрим его? Или как? В принципе, вот здесь и ночевать. Или дальше вон площадка. Или уже после порога найти такую же. Олег, это не порог, а водопад. Там высота падения приличная.
остовы деревьев на фоне темно-бирюзовой, какой-то цвет воды. Остовы деревьев светлых на фоне темно-бирюзовой воды интересно смотрится. Конечно, понимаю, что тут катастрофа экологическая, но есть моменты интересные, красивые даже. Есть эстетика сухих деревьев. В общем, мы перед первым сливом этой серии порогов встали. Ближе к концу похода решили помыться опять. Подготовиться к встрече с нормальными людьми. Помывочная готова. Ну и поскольку моя герма из-под техники превратилась в ведро, пришлось все фотоаппараты, видеокамеры выложить из этой гермы. Можно показать, на что снимаем. Это 11-я GoPro, на эту я снимаю. Она в основном на голове. Вот это тоже 11-я, это Олег снимает. Обе поролоновые ветрозащите. Тут на северах ветер часто задувает, без ветрозащиты не очень. Для крупных планов Sony RX10 II. Матрица дюймовая, маленькая. Объектив, если в эквиваленте 35 мм, 24200 с постоянной диафрагмой 2,8. Собственно, вот этот объектив мне в этой камере и нравится больше всего. Вот эти странные белые штуки, это такая же поролоновая ветрозащита вот сверху. Просто скотчом зафиксировал. Выглядит бывалой. Я ее бэушной купил, уже ушатанной. Ну и сам еще немножко доушатал. Ну зато не жалко ее в походе. Так, самое интересное. Вот этот ящик. Вот теперь кто у нас здесь живет. Это DJI Mini 4. Вещь очень интересная. Осваиваю. Еще бы мне руки попрямее, вообще бы были супер кадры. Подписчик Вадим. Я думал, он себе коптер выбирает. Говорю, какой лучше, вот на что я смотрел. И Вадим привозит мне коптер. Тот, какой я ему рекомендовал. Вот. DJI Mini 4 Pro. Фух. Вадиму и всем причастным к коптеру спасибо и большой привет с реки Рыбная.
Вечером ощутимо температура упала. Утро 16 августа. Прохладно, мягко говоря. Но только красиво. Прохладно, но красиво. Туман стелится вдоль реки. Под конец маршрута у нас сухопутный участок. Рюкзаки на себе несем. Но тут совсем чуть-чуть и по дороге. Тут уже цивилизация, даже дорога есть. На холм подымемся. Хотим попробовать сотовую связь поймать. Тут по прямой до Норильска километров 30-40, наверное. Может, что ловит уже.
Ну вот, последнее препятствие на этом маршруте. Дальше 30 километров по Рыбной. И потом еще километров 15 по реке Норильская. И все. Рюкзаки, ну, больше же не будут кататься у нас на спине, да? Ну, там поднять с земли, положить в багажник такси. Из багажника такси донести до помещения аэропорта. Часами на спине уже ездить не будут. Тут, в принципе, вроде ничего такого. Вышли, посмотрели, можно скатиться. Ну, наверное, и все. На этом бурная часть Рыбной заканчивается. Кто-то есть. Кто такой? Щука, наверное. Она как раз размерчик нам поесть. У тебя на берег? Ну давай. Я что-то не хочу ее руками. Пытаюсь за хвост поймать. Ну теперь наша продовольственная безопасность. Безопасная, да. Подсак надо иметь. Взрослые рыбаки возят с собой подсак. Ну, мы уже близки к цели нашего похода, к городу Норильску. Вот облака, а вот эти вот клубы из-за горы, вот там из-за деревьев, это все дымы норильских заводов. Сейчас встретили норильчан, отдыхают в тундре с детьми. Мы остановились у них попросить чай. У нас чай закончился. Попросили горсточку чая. В итоге вышли от них с гостинцами. Поговорили с ними на разные темы. Очень позитивные, добрые люди. Надеюсь, они о нас такого же мнения. Поход прошел по плану. Единственное, опоздали на 2 дня. Ну, для такого продолжительного похода, я думаю, это в пределах погрешности. Можно сказать, все по плану.
Печалимся, смотрим. Ну, даже наверху 100% ровно. Тут льдом, наверное, все это равняет. Че, лучше здесь? Не, опять эта грязь. Чалимся к камню. Я думаю, на самый вот мысок, где помельче галька, заскочить, и будет нормуль. Вот сюда. Вот так. О, на весло наступил, чуть не сломал. Ну, я думаю, пойдет. С чего выбирать? Но дрова есть, место ровное есть, к воде подойти можно. Встаем. Ну, вид в принципе неплохой. А я думаю, это уже устье, да? Да, вот после этих островов там уже налилка. Костерчик вот мы развели. Как будто ты это, Чего? дуба дал где-то. Вот такой, не слабый костерчик. Он от мух. Не для сугрева, а от мух. Костер он не только греет, он еще и мух отгоняет. Вдали Талнахские горы. Они же Хара-Илах. А вот это Норильские горы. Как они называются, я не помню. Утро 17 августа в устье реки Рыбная, на подходе к Норильску. Палатку уже собираем. Это в этом походе финальная сборка палатки. Нам осталось 17 километров до финиша. Вертолеты тут, как обычно, гуськом летают. Хотели обзор продуктов сделать, но мы их все съели, поэтому обзор краткий. Осталось у нас немного гречки, немного овсяной каши, там уже с молоком сухим перемешано, немного кофе, немного сахара, даже один пакетик зука он остался. Здесь из оставшейся муки сейчас на оладьи тесто намешали, немного сухарей осталось, вот чай, который нам подарили добрые люди. Немного там подсолнечного масла. Это сейчас оладьи сделаем. Хотел добавить немного информации по поводу погоды, чтобы не было спекуляции о том, что нам везет с погодой 4-й год подряд. Первая часть похода, она еще отчасти получилась такой скомканной, что погода была первые 2 дня такой жары, сменились постоянными дождями, что когда мы начали свой волк
на озеро Гудкен. Я думал, мы там и утонем где-нибудь на берегу. Дождь, последний дождь шел часов 20 подряд. И я думал, под этим знаком, под знаком такой погоды и пройдет весь оставшийся поход. Но нет, Погода начала выправляться, и последние вот 3, наверное, недели мы идем без дождей, по счастью. Так что уж не знаю, вам решать, везет нам с погодой или не очень. У меня про погоду немножко другой подход. Когда хорошая погода, тогда и красиво, и снимать охота. Поэтому кадров с хорошей погодой просто больше. А так за месяц вся погода какая бывает. Ну, когда дождь, и заряжать технику особо нечем. Да, GoPro, телефон, только вот на них еле-еле хватает. Просто банально из-за меньшего количества электричества и часов съемок меньше. И создается впечатление, что нам постоянно везет с погодой. Хотя сказать, что не повезло, нельзя. Нам действительно и в этом году опять повезло. Вот уже 3-ю неделю ни капли дождя, солнечно. Так бы неплохо дождик, после дождика туман, потом солнышко. Ну так вот все в меру. Если все в меру, чуть-чуть дождя, чуть-чуть тумана, чуть-чуть холода, чуть-чуть жары, вот это идеальная погода. А когда 3 недели солнца, это как бы не назвать идеальной погодой. Если ялать с одной стороны черный, даже если с обратной не дожаренный, он готовый считается, да? У нас даже полусырой готовый. Ну, главное, чтобы горячее было. Вот это готовые уже. Тесто еще настолько же. А вон шкварчат. Надо их перевернуть. Везде. О, готовы. Это пусть обратно. Стороны. Эти два надо забрать. Утро становится не просто добрым, но и вкусным. Чай сладкий и оладьи поспели. Правда, половину уже съели. Я их в этот раз сделал с добавлением овсянки. Вообще бомбически, очень вкусно. Евгений, зацени оладьи. Ну, правда, ты уже заценил. Это бородинская сторона. Одобряешь овсянку в оладьи? Ну, правда, овсянка не в виде геркулеса, а которая вот быстро завариваемая. Вот я ее добавлял. Спрашивает у меня, направляет камеру, и попробуй мне не согласиться. Да. Попробуй, скажи, что невкусно. Да. Стартуем в наш финальный заплыв в этом походе. Идем к мосту через Норилку. От самой Киты больше 100 километров. Шли мимо берегов с мертвым лесом. И только здесь, в устье Рыбной, лес наполовину живой. Половина деревьев живые. А вон там тот берег, противоположный берег Норилки виднеется. Там большая часть деревьев живые. А туда дальше уже лес более-менее здоровый. Мужик, где тут Норильск, слева или справа? А вот прямо там Норилка и направо. Там потом речка Талая будет, течение сильное. Подымешься по Талой, а там уже до Норильска рукой подать. Да не за что, давай, удачи. А вот и река Норильская. В просторечии Норилка. В 23-м году мы в нее скатились по речке Талая, а в этом году выходим с речки Рыбная. Они по ширине даже одинаковые, Рыбная и Норильская. Визуально.
Тут движение как на шоссе междугородном, федеральном. А нам на ту сторону надо. Перегребли вовремя. Вот сюда что-то большое мчится. Вышли ноги размять на берегу желтой реки. Берега, видимо, размывает, и все это желтое. А берега сделаны из какой-то глины. Я сейчас выходил, чуть по колено не утонул. Еле тапок отмыл от этой глины. Напротив Аганера встал. Вон он, Аганер прямо за рекой. Это микрорайон Норильска, Аганер называется. По плану у нас прибытие под мост 4 часа. Мы прибудем в 3. Сегодня под мостом. Устье реки Валек. Как-то мы стояли в верховьях Валька, в районе слияния Хребтовой и Валька в начале лета. Хребтовая разлилась, там по лесу прям ручьи текут. И хариусы подымались по этим ручьям. У них спины торчат, а они по лесу куда-то там идут вверх. Весь лес в хариусах был. За нами гонится дождь. Но это сильный дождь. Но, надеюсь, разрыв достанется нам, а не вот это вот синее. Ну давай сюда. Камни страшные. Ехал с нами от падения Рыбным. Ну так примерно, параллельно шел. Там собирались, тучи эти. И догнал, да? Да, и догнал вот. А вы вообще в Норильске-то были? Ну, в городе. Денис жил здесь. А я был только в 23-м году проезд. Первый день, я говорю, мы прошли 3 километра. То есть мы поднимались в течение печевой, а там было такое столько воды, что мы вообще офигели. Посмотрите направо, говорю, мы проезжаем в Медный завод. Ну да, пасмурно сегодня, конечно, не особо все видно. Вот благодаря Николаю и Светлане мы с Олегом не мокнем под дождем. Со Светланой мы познакомились еще на Иркинде. И вот весь трансфер организовали, ночевку, накормили. Приезжайте еще. Норильчане добрые люди просто. Не любят туристов. Проводим вас до здания аэропорта Норильска и... Даже не выходить. Просто выгрузимся. Не выходить нам не получится, у нас дверей мало. Вот скажут, все.
Аэропорт всегда такие эмоции вызывает, прям бурные. Даже вот провожая, прям Как будто сам волнение летаешь, да? такое. Как будто сам улетаешь, да. Прям такое интересное место. В Норильске, да, аэропорт это прям культ. Поплыли. Красноярск.